Ее называли советской Одри Хепберн. Тонкая талия, огромные наивные глаза, в которых, казалось, отражалось все небо. Людмила Марченко ворвалась в советское кино как свежий ветер. Ей было всего 19, когда на нее обрушилась всесоюзная слава. После фильма «Отчий дом» и пронзительной роли Настеньки в «Белых ночах» казалось, что эту девочку ждет великое будущее. Ей прочили лавры первой звезды СССР, ее красотой восхищались в Каннах. Но судьба готовила для нее совсем другой сценарий. Сценарий, в котором вместо красных дорожек были больничные палаты, вместо цветов – жестокие побои, а вместо любви – предательство и одиночество. Как получилось, что одна из самых красивых актрис своего поколения умерла в полном забвении? Кто изуродовал ее прекрасное лицо, поставив крест на карьере? И была ли виновата она сама, или же стала жертвой чужой, страшной страсти? Сегодня на канале «Путь великих артистов» история Людмилы Марченко. История о том, как хрупок бывает успех и как легко сломать жизнь, если ты слишком красива и слишком беззащитна. Людмила родилась перед самой войной, в 1940 году. Детство, опаленное лишениями, воспитало в ней скромность, которая позже станет ее визитной карточкой на экране. В школе она была тихой, но стоило ей выйти на сцену драм-кружка, зал замирал. Все учителя в один голос твердили: «Людочка, тебе прямая дорога в артистки». И она пошла. В Авгике, в мастерской Михаила Рома, она сразу выделилась. Не громким голосом или напором, а какой-то нездешней акварельной красотой. Однокурсники шептались: «Смотрите, наша Одри идет». И действительно, сходство с голливудской звездой было поразительным. Успех пришел мгновенно. Еще студенткой она получает главную роль в фильме Льва Кулиджанова «Отчий дом». Это был триумф. Критики писали о ее неподдельной искренности, зрители заваливали студию письмами. А затем «Белые ночи» по Достоевскому. Ее Настенька стала эталоном чистоты и нежности. Казалось, весь мир у ее ног. Но именно в этот момент, на пике красоты и славы, на нее упала тень. Тень человека, которого в кулуарах Мосфильма называли Иваном Грозным. Иван Пырьев. Всесильный директор Мосфильма, создатель кубанских казаков и вершитель судеб. Ему было под 60, ей 19. Он увидел ее и потерял голову. Пырьев не привык слышать «нет». Он пригласил юную Люду в свой кабинет и без обиняков предложил ей свою любовь и покровительство. Взамен обещал любые роли, звания, квартиры, все, о чем только могли мечтать актрисы. Но Людмила была другой. Воспитанная в строгих правилах, она не могла представить себя в роли содержанки, пусть даже самого могущественного человека в киноиндустрии. Она отказала, тихо, но твердо. Этот отказ стал началом конца. Пырьев был в ярости. Он не мог поверить, что какая-то девчонка посмела отвергнуть его. Официального приказа не снимать не было, в СССР такое не документировали. Но режиссеры вдруг перестали ее звать. Пробы проходили отлично, ее утверждали, а потом звонок сверху, и роль отдавали другой. Она все еще снималась, в «Мой младший брат». В «Стрепухе», но главные звездные роли уплывали. Пырьев словно накрыл ее стеклянным колпаком. Видеть ее могли, а прикоснуться к настоящему успеху уже нет. Но самый страшный удар нанес не Пырьев. Людмила искала любви. Настоящей, искренней. И ей казалось, что она нашла ее в лице геолога Валентина Березина. Он был красив, романтичен, пел песни под гитару. Людмила влюбилась без памяти. Она представила его друзьям, они начали жить вместе. Но Березин оказался патологическим ревнивцем. Он верил грязным слухам о ее связи с Пырьевым, которые распускали завистники. Он изводил ее допросами. А Людмила терпела. Терпела, потому что любила. Трагедия случилась в один из вечеров 1966 года. Березин, вернувшись домой и снова услышав какие-то сплетни, впал в неконтролируемую ярость. Он набросился на Людмилу.
Он бил ее жестоко, страшно, целясь в лицо. В то самое лицо, которым восхищалась вся страна. Когда врачи увидели ее, они ужаснулись. Лицо было изуродовано. Потребовалось множество операций, но вернуть прежнюю красоту было невозможно. Глубокие шрамы остались на подбородке и губах навсегда. Самое ужасное, что Людмила простила его. Когда приехала милиция, она сказала, что попала в аварию. Она выгородила своего палача, не желая ломать ему жизнь. Но свою жизнь она сломала окончательно. С изуродованным лицом путь в героине был закрыт. Операторы пытались снимать ее с выгодных ракурсов, использовали специальный грим, но шрамы были видны. В глазах режиссеров она превратилась из советской Одри в проблемную актрису. Она осталась одна. Ролей почти не было. Помните эпизод в фильме «В бой идут одни старики»? Женщина, которая заведует столовой. После этого жизнь покатилась под откос. Березин все-таки ушел от нее, когда узнал, что у них не будет детей, последствия неудачного аборта в молодости, еще одной ее тайной боли. Как вы считаете, правильно ли поступила Людмила, когда солгала милиции и спасла мужа от тюрьмы после того, что он с ней сделал? Это великая любовь или роковая ошибка? Напишите, смогли бы вы простить такое?